потрясающий, легендарный амбассадор Catto! Как дела? Отлично. Joe Garcia's Russian is very, very good. Вы знаете, у Джо Гарсии русский язык просто совершенствуется на глазах. Да. Очень, очень. Okay, with any great journey, you need to begin with the end in mind. Вы знаете, на каждом пути, в каждом путешествии вам нужно идти к цели с конечным итогом в голове. The presentation that we just listened to by Chai Lei from Hong Kong, from China, was probably the best presentation I think our leadership has ever seen. Да? Вы знаете, та презентация, которую вы сейчас услышали от Цайхонга, была одна из наиболее сильных презентаций, которые вы могли бы услышать и которые была бы полезна для лидерства. Спасибо. Поблагодарим его. Да, да. Fantastic presentation. Потрясающая презентация. He began with the end in mind. Him and his wife began with the end in mind. Ключ к успеху в их презентации и в их успехе заключается в том, что у них был финальная точка, к чему они шли. Do you remember yesterday when we were talking about the graph and the chart in your journey of where you go, where you start and where you end up? Remember that yesterday? Помните, вчера мы уже говорили о переломном моменте. Помните этот график, который я рисовал? Все помнят, да? Да. So you will start here. Вы начинаете, это ваша точка отсчета. In your journey you will have growth. На вашем пути вы, безусловно, встретитесь с ростом. And there will be a period in a time where your business will flatten out. Потом, безусловно, будет период в развитии, когда вы будете ровно развиваться, постепенно, ровно. And then there will be a time where your business will drop. Безусловно, и будут моменты, когда ваш бизнес будет испытывать упадок. And then your business can climb. И, безусловно, если вы будете преданы и будете идти до конца, вы добьетесь успеха и взлета. I talked about the 3 defining moments in the career of a global ambassador. Я говорил вчера о 3 переломных моментах в карьере на пути к успеху, к рангу амбассадор. The first one here when you get started. Первый – это то, откуда вы начинаете, точка отсчета. The second one when your business starts to drop and you start to go down, and it happens to every global ambassador. Второй переломный момент – это когда ваш доход и ваше развитие идет вниз. And this next defining moment is when you become a global. И третий переломный момент – это то, когда вы уже добились успеха, когда вы добились ранга амбассадора. If you're going to be a global ambassador, если вы хотите и идете, стремитесь к рангу амбассадор, if you're going to be successful in this industry, если вы хотите и идете к успеху в этой индустрии, it doesn't matter if you're an NHT or another network marketing company, this is the journey that you'll go on. Нет разницы, если вы в NHT, если вы в сетевом маркетинге или вообще по жизни, вам нужно продолжать идти. Every company that has succeeded in our industry, that has gone to the top in this industry, has gone through the same thing. Я уже повторял вчера, что все, независимо от компании и от людей, все испытывают вот эти 3 точки, 3 переломных момента. NHT has gone through it. NHT, безусловно, прошла через это. Every market has gone through the same thing. Каждый рынок прошел через одно и то же. Probably the market that had the most significant rise, and then plateau, and then drop, and then coming back again was China. Наиболее, наверное, заметным это было на рынке Китая. So wherever you are in this graph, wherever you are, it is normal.
На каждой из точек в этом графике, если вы находитесь, это нормально. So in beginning with the end in mind, and you're looking to become a global ambassador, you'll have your very, very beginning here. Таким образом, если у вас есть в голове цель, есть конечный результат, и вы сейчас находитесь на отправной точке, на начальной точке, And in the beginning, you're going to have challenges. We talked about that yesterday. и если на вашем пути, в начальном этапе, вы столкнетесь с какими-то преградами, препятствиями, трудностями, So all of this, everything that you go through in your rise to your success, you will have challenges and obstacles wherever you go. безусловно, на каждом из этапов вы будете встречать эти трудности, проблемы, задачи. But what's so important, Но что очень особенно важно, number one, beginning with the end in mind. первое, это, безусловно, начинать, зная конечный результат, зная ту точку, к которой вы хотите прийти. How many people wanted to become a global ambassador? Я хочу, чтобы подняли руки те, у кого финальной точкой является глобальный амбассадор, мировой амбассадор. Да? Okay? So, in your journey, no matter where you're going and what you're doing, you want to begin with the end in mind. You want to know where you're going. Именно для вас, я сейчас повторяю, чтобы дойти до конечной точки, вам надо знать, куда вы идете. The second thing is the focus. Второй момент – это концентрация. And if you want to build a large organization, which you have to, if you want to become a global ambassador, you're going to have to focus. Если вы хотите создать большую структуру, вам нужно быть сфокусированным, вам нужно настроиться. And this has to be a very, very clear focus of what you're doing and where you're going. Вам нужно очень четко понимать, где и на что настроиться и сфокусировать свое внимание. So your focus in your journey has got to be crystal clear in where you're going because you're going to have these challenges. You're going to have distractions. Вам нужно отбросить все сомнения, вам нужно хорошо подумать и тем самым не обращать внимания на те препятствия, которые будут встречаться на пути, потому что они будут встречаться. Think about the distractions and the challenges that you would have had that first 30, 60, 90 days. Эти моменты, это будет отвлекающим моментом, которые будут сбивать вас с вашего пути. So you're going to have challenges here, you'll have challenges here, and you'll even have challenges up there. Проблемы и препятствия будут на каждом из этапов, в начальном, посередине и в конечном счете. But here's an important quote for you to remember. Сейчас я скажу очень важную фразу для вас, чтобы запомнили вы. If your desire in your heart, if what you want to come here, to get here, если в своем сердце вы на 100% искренне желаете прийти от начальной точки до вот финальной, которую вы себе поставили, if your desire to get here is stronger than all of the obstacles, all of the challenges that you have, that you're going through, you will achieve this. если это ваше желание намного сильнее тех препятствий и тех проблем, которые возникают на пути, и вы, несмотря на это, продолжаете, и ваше желание настолько сильно, вы, безусловно, придете к этой точке, это я вам гарантирую. Every leader will tell you the same thing. И каждый из лидеров скажет вам одно и то же. Everyone that has ever gone to the top of every one of these businesses inside our industry and even outside of our industry. Каждый из людей, который достиг уже конечной точки, достиг своей цели, и это не зависит наша индустрия или другая. The desire to succeed was the most important thing. Для них они, безусловно, подтвердят, что решительность и желание это было одной из основ. So remember some of the challenges that you had in the very beginning. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас вспомнил, с какими проблемами вы встречались в самом начале. People that didn't show up to the meeting. Например, люди не приходили на встречи. People who thought you were crazy for doing this business. Люди, которые говорили, что вы вообще сумасшедшие, что занимаетесь подобными There's вещами. so many different obstacles and little challenges that you have in the first 30, 60, 90 days. Существует такое множество разных препятствий, преград и разного рода препятствий, которые мешают вам. And some of the challenges that you have here, when you start to develop an organization, are this. Другого рода препятствия встречаются на втором пути. And this is when you have, and this happens when you start to build a business and an organization where people quit.
Безусловно, каждый встречался с тем, что вы уже начинаете строить организацию, но люди уходят, люди распадаются. People have problems, they have challenges, there's different reasons why they quit. У каждого из них есть свои причины. Кто-то уходит по личным, у кого-то не получается, кто-то вообще понимает, что он не может. And it's happened to me, and it's happened to Joe, and it's happened to Garth, and it's happened to every leader. Каждый прошел через это. Я, Джо, Гарт. So, in your rise, in your climbing, going here, understand that you'll have the challenges here, you'll have challenges here, they may be a little bit different, but you'll have those obstacles. Когда вы начинаете свой путь к успеху, вам четко надо понимать, что вы столкнетесь с этими проблемами, трудностями, препятствиями на разных этапах. But your focus has to be on building. Но ваша концентрация внимания должна быть не на них, а на вашей конечной цели. So you're building your business Вы строите свой бизнес through recruiting and sponsoring. путем подписания, путем знакомства людей с этим бизнесом. But the key to this is the sponsoring. Ключ к этому – это подписание. Okay, it was taught to us earlier by the great leaders from China and how they built their business. Лидеры из Китая поделились своими навыками, как они строят бизнес. Is that when you build your distributorship and you build your business, Во время этого, когда вы строите вашу команду, вы строите ваш бизнес, is that you bring the person into the business. You sponsor the person into the business. вы спонсируете, вы становитесь спонсором человека в бизнесе. So your first goal is for you to get to the first rank. Да? И ваша цель на этом этапе попасть, ну, допустим, достичь первого ранга по международной программе. Да? Да? Okay. The second goal is this. Вторая цель, следующая. Is you want to help them, the person you brought into the business, get to their first rank. Вы хотите уже, ваша цель заключается в том, чтобы люди, которых вы спонсируете, достигли первого ранга по международной программе признания. That is sponsoring. Это если мы смотрим относительно подписания. There's people that will bring distributors into the business or bring people into the business. Безусловно, есть люди, которые подписывают и знакомят людей с бизнесом. Which is really just recruiting. Но они только лишь занимаются подписанием. Now, when you sponsor someone, that means you bring them into the business and you help them build their business. Но когда вы являетесь спонсором кого-либо, это не просто вы его подписываете. Вы каждый день ежедневно работаете с ним. So what is so key is that when you bring somebody into the business, ключ заключается в том, что когда вы знакомите кого-то и подписываете, и он начинает работать в нашем бизнесе, is that you help them get to that first rank. Ваш ключ заключается в том, чтобы именно этот человек начинал достигать ранга по международной программе. Joe and I, over the years, we've seen people not succeed because they've done something I'm going to share with you. Вы знаете, я и Джо наблюдали за некоторыми людьми, которые не достигли успеха, потому как они делали кое-что другое. Я вам расскажу. Is what they would do is they would bring somebody into the business, cut them loose, and not help them. Они делали следующее. Они приглашали и подписывали большое количество людей, и на этом этапе они оставляли их, они больше не занимались. That is recruiting. Это называется подписание. But sponsoring is when you bring somebody into the business and you help them drive to that first rank, and you help to build their business. That is sponsoring. Разница в подписании и в спонсорстве заключается в том, что спонсор помогает людям, которых подписал, достичь успеха, достичь ранга по международной программе. One of the keys to why someone does not succeed, why they go up and then they come back down. Вы знаете, один из ключевых моментов заключается в том, что когда человек начинает достигать успеха, и потом у него происходит стагнация и даже спад. What I'm going to share with you is very, very important. This is so important. I'm going to share То, что я сейчас говорю, это очень и очень важно. Я хочу, чтобы все это слышали. When people are climbing and rising and growing, когда люди достигают первоначального успеха, and then all of a sudden their business maybe plateaus and starts to go down this way. Но потом их бизнес находится на стадии стагнации, даже падает и немножко ухудшается ситуация. Here is one of the biggest reasons why it starts to go this way.
Существует ключевой момент, почему это происходит, почему бизнес начинает идти вниз. Is they stop doing the things that they were doing when they were climbing. Причина заключается в том, что эти люди перестают делать то, что делали в начале. What I'm sharing with you is so critical. Вы знаете, я хочу еще раз, чтобы все вы сейчас поняли, это действительно самое важное, что я хочу до вас донести. When you're a brand new distributor, Вспомните себя новичком, вспомните себя, когда только подписались в бизнес. and you're getting involved in the industry for the first time, Вспомните, когда вы только начинали идти на пути. you really don't even know much about the business. Вы, по сути, даже не совсем понимаете сути бизнеса. But you're excited. Но вы знаете, что у вас есть желание, вы взволнованы. Duh? Да? Yeah, when you're in the beginning, you're all excited. Yeah? Вспомните, в начале у вас была эта сумасшедшая энергия. Duh? Да? Yeah. So you're excited. Таким образом, вы взволнованы, You don't know much about the business, но вы ничего практически не знаете о бизнесе. but everyone's joining you. Но вы знаете, удивительный момент, все подписываются, всем вы интересны. Why? Почему? Because you're so excited. У вас горят глаза. And you're talking to people. И вы разговариваете в этот момент с людьми, вы делитесь. You're talking to people about the business. Вы делитесь с людьми об этом бизнесе, You're talking about the product. о продукте. And the product leads to other distributors. И продукт направляет эту дорогу к другим дистрибьюторам. So a lot of people will do that. Most people do this in the very beginning. That's when they're talking to people. Многие люди поначалу разговаривают с другими людьми, делятся продуктом компании. This is what happens. И вы знаете, что происходит? 95% of the time. 95%, Nearly 99% of the time. я бы даже сказал 99%. Is that they will get to a point in their business. В конечном итоге эти люди достигают момента в их бизнесе. And they start to have a team and an organization. Они достигают того момента, когда у них есть структура, у них есть команда. And as Joe Garcia calls it, И знаете, как Джо Гарсия это называет, этот момент? a person will get to a certain level, they've got a team, an organization, they have some distributors, and then they stop sponsoring. Джо говорит, что вот люди наконец-то достигли того, что у них есть команда, у них есть организация, но что происходит? Они перестают спонсировать, они перестают быть спонсором. What I'm sharing with you is very important to your success. Вы знаете, то, что я хочу донести до вас, является очень важным для вашего успеха. Joe calls it the Hollywood stage. Повторюсь, что Джо называет это стадия Голливуд. The person gets to this level, they've got a team, they've got a group, and they feel they don't need to build anymore. Люди уже достигли какого-то результата, у них есть группы, у них есть команды, структура. И вы знаете, они думают, что, а мне больше ничего не надо. When you stop building, your team will stop building. И происходит следующее, когда вы перестаете строить структуру, ваша команда, ваши люди перестают делать то же самое. Guaranteed. Я вам гарантирую. 100%. На 100%. You stop building, they stop building. Если вы перестаете расти и строить структуру, они перестанут это делать. Your team is watching you. Потому как ваши люди, ваша команда наблюдают за вами. 100%. Это на 100%. What do your children do? Что ваши дети делают, например? They watch you. Они смотрят на вас и копируют. Whatever you do, Все, что вы делаете, your kids do. ваши дети будут повторять. In excess. In excess. Это существует, это работает. Aha.